Внимание! Это видео просто подарок для тех мужчин, кто хочет влюбить в себя любую девушку. И удерживать сильную позицию с ней в отношениях легко и просто. Звучит громко, согласен. Но это не какая-то готовая, секретная фраза или шаблон. Это гораздо, гораздо лучше. Скоро ты сам сможешь генерировать, что говорить на свидании, чтобы у любой женщины коленки задрожали от желания следующей встречи с тобой. Поэтому если тебя сливают, бросают, но не можешь ты создать эти отношения, выдели 10 минут, не отвлекайся, и девушки от тебя просто не отлипнут. Ведь как оно обычно происходит на свидании, например? Девушка рада тебя видеть изначально. Она тебе улыбается. Ты видишь, что есть эта вовлеченность. Но потом, где-то в середине встречи, ты уже начинаешь наблюдать, что она по большей части смотрит уже в экран своего смартфона, нежели наслаждается твоим обществом. Все говорит тебе о том, что ей скучно, и интерес она утратила. А после свидания ты и пишешь о том, чтобы договориться о следующей встрече. На что девчуля начинает морозиться. Слушай, хомячок у меня заболел. Никак не получится. Курсовую надо делать, скоро сдавать. На работе завал. А вообще, я как освобожусь, сразу тебе наберу. И мы обязательно с тобой встретимся. Если взять отношения, абсолютно так же. Вначале все хорошо. Идиллия. Женщина счастлива. Ты это видишь. Она буквально тебе в рот заглядывает. Пылинки с тебя сдувает. Очень быстро мирится и сглаживает недопонимание. То есть у тебя есть абсолютно четкое ощущение сильной позиции и авторитета. Но со временем ты видишь, что девушка как будто бы отстраняется. Она становится более холодной. Она ускользает от тебя. Она уже не боится что-то грубо сказать, перечить с твоим мнением, а где-то даже затеет ссору на пустом месте. Давай рассмотрим знакомство в сети. Здесь не намного лучше. Ведь это частые вопросы. А что написать девушке? А как ответить, чтобы она не утратила интерес и диалог не заглох? Ведь любой отказ загоняет тебя в тупик, вводит в депрессию и бьет по самооценке. Представь, что ты едешь на велосипеде где-то за городом. Неожиданно хлопок. Ты останавливаешься, смотришь и понимаешь, что у тебя спускает колесо. Но насоса у тебя с собой нет, а вокруг ни души. Это помеха, которая все портит. Она не дает тебе двигаться дальше и продолжить твое путешествие. Что объединяет все эти ситуации? То есть вначале все было хорошо, а потом плохо. Что это значит? Это значит, что где-то произошел переломный момент, когда женщина перестала видеть в тебе ту ценность, которую видела раньше. И в целом начала сомневаться, что ты являешься лучшим выбором для нее на самом-то деле. Удивительно, но если вспомнить тот момент и признаться себе, ты ведь сам тогда перестал в это верить. Ты утратил это ощущение своей ценности, своей уникальности. И что чаще бывает, и это даже хуже, мужчина никогда и не верил в это по-настоящему. Вот это ощущение силы и самоценности ему придают атрибуты успеха в основном. Что это? Хороший доход, крутая тачка, дорогая одежда. Он наделяет эти атрибуты источником своей силы. Пытается как бы продать себя, при этом сам не веря, что обладает ценностью. За что его будут уважать, ценить, любить и бояться потерять. Но это как когда ты приходишь в точку фастфуда и видишь картинку с изображением большого вкусного гамбургера. На фотографии он такой красивый, аккуратный. Тебе прям вот хочется его купить. У тебя слюнки текут. Но когда тебе его приносят, ты открываешь эту упаковку и понимаешь, что внешний вид-то как-то не особо и соответствует этой картинке. Какие-то булки слишком тонкие, зелень пожухшая, да и котлета как-то недожарена. Также и мужчина пытается слепить из себя красивую картинку, но в реальности котлета не прожарена, да и в целом невкусно. На свидание такой мужчина подъезжает на крутом авто, надушенный дорогим парфюмом. А в арсенале имеет заготовленные секретные фразы и заготовки, в какой момент он девушку приобнимет, в какой возьмет за руку, а в какой поцелует. И действительно, вначале интерес есть. Как говорится, встречают по обложке. Но коварство здесь заключается в том, что он делает на это ставку. Он не готов к непредсказуемым событиям.
Он думает, что все пойдет по плану. И вот наступает момент, когда произошла слишком долгая, неловкая пауза в общении. Мужчина не то сказал, не так посмотрел, не так пукнул. Не суть. А суть в том, что общение сдулось. Девушка заскучала. А секретная фраза, которую мужчина зазубрил, была сказана не вовремя и не к месту. Девчуля смотрит на него с недоумением. И вот некогда 15 минут назад уверенный в себе альфа-самец превращается в сутулого маленького мальчика, который двух слов связать не может. Жалкое зрелище. То есть здесь вот это ощущение самоценности, которое ты испытал на старте свидания, тебе дала тачка, шмотка, какая-то эффективная стратегия поведения, которую ты прочитал на форуме по типу «будь крут и непредсказуем». Оно фейковое, оно искусственное. А следовательно, если что-то идет не так, если что-то выбивается из твоего плана, это всегда стресс, и ты обязательно будешь совершать ошибки. Если брать отношения, здесь примерно та же история, с одним лишь исключением. Ты испытаешь гораздо больше боли. Вот буквально недавно ко мне обращался мужчина с такой проблемой, что ушла любимая женщина спустя 7 лет отношений. А ведь первые 5-6 лет было все хорошо. Он имел успешный бизнес. В финансовом плане она ни в чем не нуждалась. Курорты, поездки, шопинг, хорошие дорогие подарки. Это, естественно, придавало ему вот эту ложную самоценность. Но потом произошел кризис, дела пошли не очень. То есть мужчина стал уязвим. Вместо того, чтобы затянуть пояса, задуматься о том, как нужно правильно распорядиться активами, спрогнозировать финансовый план, он наоборот начал делать больше вложений в женщину. Делал дорогие подарки, влез в кредиты. Ну как же, роднулька-то привыкла к шикарной жизни. Да и что-то вот грустное она ходит в последнее время. То есть что произошло? Поскольку это ощущение самоценности, оно ложное, и оно было основано не на внутренних убеждениях, а на материальном благосостоянии, то, соответственно, в кризисный момент у мужчины оно начало утрачиваться, оно начало растворяться, таять, потому что в нем нет фундамента. Это приходящее и уходящее. Соответственно, когда оно начало утрачиваться, для мужчины это огромный стресс. Это очень тревожное состояние, которое срочно нужно чем-то компенсировать. И это сподвигло его вот судорожно вкладываться, что с точки зрения объективного смысла неправильно, это неадекватно. То есть мужчина как бы обманывает себя, прикрывается этой маской добродетели и самоотверженности глупой. Мол, посмотри, дорогая, у нас все плохо, да, но я вот из кожи вон лезу, чтобы ты жила так же, на широкую ногу, как и раньше. Оценила ли роднуля такие благие деяния? Поддержала ли она его в этом его подвиге? Нет. Унизила, завиноватила и ушла. А как при знакомстве? Красотуля отказала. Для многих мужчин это является поражением, тупиком, после которого идет только разочарование. Почему? А потому что внутри тебя ничего не содержится. Нет вот этого ощущения, что ты достоин, что это она теряет на самом-то деле, что это с ней что-то не так. То есть и здесь мужчина не верит в свою ценность. Как думаешь, кого выберет женщина? Ботаника, который верит в свою исключительность, предан своему делу и ценит его, и способен отстоять свои взгляды. Бизнесмен, который при малейшем капризе красотули бежит в ювелирный. А может быть качок, который не пропускает мимо ни одной юбки. Ну, кроме тех бизнесменов и качков, которые смотрят это видео. К вам это не относится. Вы красавчики. Поэтому единственный верный и эффективный путь нравиться любой женщине и занимать с ней настоящую сильную позицию в отношениях – это искренне поверить, что ты лучший выбор для нее. Отбросить всю эту шелуху и сформировать настоящее ощущение самоценности. Именно это избавит тебя от любого стресса. И именно это позволит вести себя так, чтобы девушки были от тебя без ума. Без всяких шаблонов, без всяких заготовок и волшебных фраз. Потому что даже если на самом деле сейчас есть у тебя все эти качества и условия для того, чтобы тебя оценили, если ты сам в это не веришь или утратил это ощущение, и женщина это не увидит, ты не транслируешь это в своем поведении, в том, что ты говоришь, что ты делаешь. У тебя нет этого правильного мета-сообщения, которое девушка могла бы на инстинктивном уровне
считать и воспринять как нечто привлекательное и притягательное. Итак, за счет чего мы можем это ощущение сформировать? Конечно же, не просто на основании того, что тебе так захотелось, и оно вдруг как-то само волшебным образом появилось. Хотя, наверное, это было бы замечательно. Но, как и во всей работе над собой, над своими слабостями, необходимо преодоление. Что мы делаем? Нам необходимо найти в себе те черты, те свойства, любые моменты, которые отличают тебя от 99% мужчин, которые себе врут на самом-то деле. Здесь главное быть честным по отношению к себе. Это важно. То есть это как сундук с пиратскими сокровищами, которые лежат где-то на глубине моря. Он точно там есть. Где-то глубоко внутри тебя. Важно поднять его со дна и открыть. Если ты смотришь мой канал, этих сокровищ у тебя немало. Давай их вместе достанем. Например, ты человек, который способен на благодарность. Ведь это уникальное качество. И если женщина к тебе хорошо относится, ты будешь ее не гнобить или просто пользоваться, как делают многие. А ты будешь давать в ответ доброту, свое хорошее расположение, делать реальные вложения, давать стабильность, безопасность. Потому что ты это видишь и ты на это способен. В отличие от большинства мужчин, которые банально не могут уловить взаимосвязь своих эмоций и действий. То есть по факту руководствуются женской моделью поведения. То есть сегодня говорит: ой, я люблю ее, не могу, потому что девушка как-то немного отдалилась, дистанцировалась. А как только она дала эту взаимность, такой мужчина сам быстро утрачивает к ней интерес, придумывает причину, почему я к ней ничего не чувствую и почему ему надо с ней расстаться. А чаще всего ему не хватает яичек на то, чтобы завершить отношения, и он их просто тупо портит. Травмирует женщину своим плохим отношением или изменами. Что еще? Ты человек, который не пытается затащить первую встречную попавшуюся девушку в постель любым хитрым, коварным способом. Потому что понимаешь, что это не экологично, как минимум. Это развращает мужчину и делает слабым. И ты понимаешь эту взаимосвязь. Это не твоя конечная цель. Ты хочешь создать здоровые, понятные, прозрачные отношения. Либо семью с понятной, последовательной женщиной. В отличие от остальных, которые хотят просто грязно использовать. Ты мужчина, в котором есть уникальная способность разглядеть хорошую, подходящую женщину и не нуждаться в ней. Не пытаться подкупить, а как делают остальные. Встречают абы какую, чаще, конечно же, проблемную барышню. Но их это не останавливает, не смущает. Они обещают ей что угодно, бегают за ней, унижаются, выпрашивают. Что происходит дальше? Девчуля сдается. Как же, настоящий мужчина завоевал меня. Сделаю ему одолжение. Дам шанс. Но поскольку чувства-то не настоящие, искусственные, реальных эмоций нет, уважения нет, начинаются конфликты, ссоры, девушка уходит к Пете из соседнего подъезда. Но самое печальное не это. Мужчина и здесь продолжает нуждаться, ждать и умолять вернуться. Этого ли недостаточно? Если у тебя есть это настоящее ощущение самоценности, ты уже не пойдешь по этим ложным, неправильным путям. Ты понимаешь, насколько перспективнее и лучше ты остальных 99,9% мужчин. Ты уникален. А главное, ты честен по отношению к себе и к своим помыслам. Ты обладаешь огромной, невероятной ценностью для любой женщины. И если она этого не понимает, не видит, не ценит, только остается тогда и посочувствовать. Подходим к самому интересному, потому что мало всего это осознать. Важно суметь саккумулировать это ощущение, а еще суметь не утратить в нужный момент. Для этого есть лайфхак, который я для себя вывел и с тех пор использую и рекомендую как 100% рабочий инструмент. Как я это делал? Вспоминаешь в своей жизни момент, где ты был максимально доволен собой, горд собой, чувствовал себя максимально уверенно и сильно. Это может быть что угодно. Например, ты чего-то достиг. Возможно, в карьере тебя повысили по должности. Или в бизнесе у тебя произошла удачная сделка, ты вышел на новый уровень. Возможно, в спорте пожал очень большой вес, к которому ты стремился. Победил где-то в спортивных соревнованиях. Занял призовое место. Найди эти моменты и вспомни. Ты должен прокрутить их в своей голове еще раз.
визуализировать все в подробностях. Ты как бы переживаешь все эти детали по новой, окунаешься в те события. Что самое интересное, когда ты начнешь это делать, в этот самый момент ты начинаешь испытывать те же ощущения, что и тогда, только сейчас, в реальном времени. То есть мы намеренно вызвали это эмоциональное состояние и заикарили его. Да, ты способен управлять своим эмоциональным состоянием. Ты мужчина. Ты же не хочешь делегировать это непостоянной женщине. Ты можешь спросить, а получается, когда я иду, общаюсь с девушкой, да, как мне не нарушить коммуникацию? Ведь я буду, получается, вспоминать, да, загружаться. Это нужно какое-то время. Да, девушка может отвлечься, заскучать, также слиться. Справедливо. Для этого я вывел для себя одну методику, которой хочу поделиться. Как я делал. То есть, когда я испытываю вот это состояние гордости, уверенности максимальной, я просто брал и сжимал мочку уха. Наше подсознание так работает. Нам не обязательно постоянно об этом думать. Нам важно в определенный момент это зафиксировать. Можешь делать как угодно. Можешь палец обхватить. Да, можешь ущипнуть себя за плечо. Это не важно. Это будет твой якорь. Именно твой. Лови себя на таких состояниях. Добавляй себе в копилку. Если ты хочешь себе это ощущение вызывать, фиксируй его. Просто там, ущипни себя или за мочку уха возьми. Тебе не обязательно об этом думать. Я помню, когда я испытывал этот неловкий момент, стрессовая ситуация в общении с девушкой, и я применил этот метод. Я не могу сказать, что прям я почувствовал себя каким-то мега уверенным, но могу точно сказать, что тревога и стресс ушли полностью. Давайте подытожим. Я бы даже сказал, нет смысла приближаться к женщине вообще без этого реального, настоящего, честного ощущения самоценности. Так как деньги рано или поздно закончатся. Замаскированная псевдоуверенность сдуется, а девчуля потеряет интерес. Поэтому важно суметь отыскать в себе эти рычажки, искренне поверить в них и уметь активировать в нужный момент, если вдруг это ощущение утрачивается. Именно это способно избавить тебя от тревоги и стресса на свиданиях, когда ты не знаешь, что сказать. Именно это способно уберечь тебя от ошибок в отношениях. Именно это позволит тебе не сдаться при знакомстве, когда разговор зашел в тупик, а девушка отказала. У тебя будет способность направить диалог в нужное русло, без особых проблем. Ты неуязвим, а значит будешь привлекателен для женского пола всегда. Есть у тебя деньги, нет у тебя денег, так как твои действия и поступки будут конкурентны твоему внутреннему состоянию. А это уже 90% успеха, проверено. Если какая-то девушка это не оценила, не увидела, значит она и не способна на это. А значит нам и не нужна. Друзья, чтобы это видео увидело больше мужчин, поделись им с другом. А также подпишись и поставь лайк. Таким образом у нас получится получить больше охватов. И всем спасибо за просмотр.